Друзья, всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очередной всеми любимый праздничный Наполеон, но уже со слоеным тестом. Рецепт слоеного теста я давала совсем недавно в уроке по приготовлению торта полено. Так что зайдите, посмотрите рецепт и обязательно приготовьте вот такой шикарный торт. Ну что, заинтриговала я вас? Тогда давайте скорее готовить. Приготовим заварной крем. Хочу заметить, что в его составе нет яиц. Рецепт такого Наполеона прекрасно подходит для тех, у кого, допустим, аллергия на яйца. Первый раз за целый день решила на него записать, у него флешка сдохла. Антон, хоть ты записал, будет боковое. Для приготовления заварного крема нам понадобится 900 мл молока, 40 граммов муки, 40 граммов кукурузного крахмала, 80 граммов сахара, 150 граммов белого шоколада, 200 граммов сливочного масла, холодного, из холодильника, и 300 мл сливок жирностью не менее 30%. Отправляем молоко в сотейник, пока в сторонку. Беру миску, отправляю сюда сахар, муку и кукурузный крахмал. Перемешиваем. Отправляю получившуюся сухую смесь к молоку. Перемешиваю. Молоко обязательно должно быть холодным, чтобы не образовались комочки. Так, есть, отлично. Сюда же отправляю ваниль. Вот такой красивый, жирненький ванильный стручок у меня есть. Ну, он весь не понадобится. На такое количество крема буквально 1/3 будет вообще достаточно. О ванильном стручке я, кстати, подробно рассказывала в видеоуроке по приготовлению соленой карамели. Обязательно посмотрите. Очень полезная информация. Отрезаем 1/3 и достаем драгоценную ванильную икру. Какая жирненькая ванилька. Перемешиваем, ставим на огонь и при постоянном помешивании доводим массу до кипения. Даем прокипеть еще буквально минутку-полторы для того, чтобы крахмал и мука заварились. Все, крем готов. Отправляем теперь сюда белый шоколад. Такой крем очень нежный, вкусный, напоминает пломбир. Есть. И теперь сюда же кубики холодного сливочного масла. Перемешиваем, чтобы все масло туда вмешалось. Именно масло и шоколад дадут нашему крему плотность. У тебя, ты сегодня невидимка? Я что, меня видишь? Здравствуйте. Супер крем без яиц. Кстати, этот вариант без яиц продлевает ему срок годности. Тебе жена звонит, жужжит у тебя. Это объектив. Переливаем крем в миску. Накрываем пленкой плотно в контакт и убираем в холодильник приблизительно на 8-12 часов. Обычно я убираю на ночь. Я тесто вот сейчас катать буду. Почему никому не интересно? Тесто для Наполеона я буду использовать, как я уже говорила, пресное слоеное тесто. Я приготовила его заранее. Рецепт пресного слоеного теста вы найдете в моем видеоуроке «Торт полено». Подпыляю стол мукой. У меня будет 3 коржа, ширина приблизительно 30 сантиметров и где-то 23-25 сантиметра длина. Поэтому я сейчас буду выкатывать в такой длинный пласт, простыню такую. Вот, толщина приблизительно получается около 3 миллиметров. Обязательно контролируйте, чтобы тесто у вас там не прилипало. Работать со слоеным тестом нужно быстренько и в прохладном помещении. Готово! Так, обязательно срезаю край, все края, для того, чтобы тесто хорошо слоилось и хорошо раскрылось.
при выпекании. Ну, срезаем буквально там полсантиметра. Итого у меня получилось 3 коржа. Ширина приблизительно, вот сейчас у меня тут 30 и длина 22 сантиметра. Перекладываю. У меня есть одна хитрая штука, я забыла. Чтобы при выпекании слоеное тесто оставалось на месте и не сжималось, не уменьшалось в размере, нужно пергамент чуть сбрызнуть, вот так водичкой немножко. Так, кладем тесто. Обычно я выпекаю 2 коржа одновременно, а 3-й корж у меня пока лежит в холодильнике. Но обязательно его нужно уложить на пергамент и накрыть пергаментом, чтобы он не заветривался. Еще один нюанс. Берем вилку, делаем вот такие не сильно частые проколы. Выпекаем слоеное тесто в разогретой до 200 градусов духовке с конвекцией, с обдувом, приблизительно 18-20 минут. Где-то через 10-12 минут я меняю противня местами для того, чтобы слоеное тесто пропеклось равномернее. Слоеное тесто провело в духовке 20 минут, оно готово, можем доставать. Остается выпечь 3-й корж. 3-й корж готов. Теперь дождемся, пока они остынут, и соберем Наполеон. Коржи готовы. Крем отлежался в холодильнике 8 часов. Можем взбивать сливки и соединять с основой. Сливки обязательно должны быть холодными. Обычно перед тем, как их взбивать, я чашу комбайна с венчиком тоже отправляю минут на 10 в морозильную камеру. Взбиваем сливки на небольших оборотах, чуть выше среднего. Они должны быть постоянные, монотонные, для того, чтобы сливки хорошо взбились. Пока сливки будут взбиваться, я лопаточкой размешаю заварную основу. Сливки взбились, соединяем их с заварной основой. И перемешиваю лопаточкой. Крем готов. Берем коржи. Оп. Нож-пилку, хлебный нож. Та-дам. Сейчас. Берем корж. И разрезаем корж на 2 части. Если он где-то немножко поломается, не переживайте. Все это скроется под кремом. Есть. О. Так. Также поступаю со всеми оставшимися коржами. Итого у нас получилось 6 коржей. Берем половничек, выкладываем крем на корж. Разравниваем его. Сильно прям заглаживать не нужно, просто распределить. Если с боков что-то подтечет, ничего страшного. Мы будем декорировать Наполеон крошкой. Она хорошо как раз приклеится на эти потеки. Следующий слой. Старайтесь, чтобы сильно больших пузырей не было. Наполеон у вас все равно просядет, когда пропитываться будет. Ну, можно вот так чуть-чуть поддавить. И так, пока все коржи и крем не закончатся. Наполеон собран, отправляем его в холодильник часиков так на 10 для того, чтобы он хорошо пропитался кремом. Сейчас он выглядит таким большим, но он хорошо пропитается и где-то на 1/3 точно просядет. Отправляю в холодильник.
Перекладываем наш торт на презентационную тарелку. Стой. А мы ж не сказали ничего за него. Что, он красивый? Ну, типа, вуаля, типа... Вуаля! И присыпаем наш Наполеон. Красивый, нарядный будет. Мне кажется, этот вариант классический, когда декорируют Наполеон крошкой, он, ну, самый удачный. Всегда так аппетитно, как по мне, смотрится. Теперь перекладываем Наполеон на презентационную тарелку. Опа. Наполеон для меня это всегда праздничный торт. Конечно, можно оставить его и так, он красавец, а можно добавить немного настроения летнего, чуть свежих ягод. Наш слоеный Наполеон готов. Как не отрезать себе маленький кусочек? Себе и зайке. Опять скажут, что беременная. И не беременная. Я просто ем много. Смотри. Вы ждете от меня комментарий? Он очень вкусный, в меру сладкий. Нужно учитывать, что сами коржи вообще не сладкие. Если вам покажется, что торт недостаточно сладкий, то, пожалуйста, добавьте в крем, не знаю, там граммов 50 сахара, этого будет достаточно. Чего вы ждете? Уверена, у вас уже чешутся руки и хочется бежать на кухню, чтобы поскорее его приготовить. Не сдерживайте себя. А больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах и на моих мастер-классах. Подписывайтесь, комментируйте и давайте готовить вместе и с удовольствием.